Я продолжаю говорить о философии информации, это вторая и последняя часть. Понятие информация было определено несколькими теоретиками. Теория информации Чарльза Сандерса Пирса была включена в его более широкую теорию символической коммуникации, которую он назвал семиотической, которая в настоящее время является основной частью семиотики. По мнению Пирса, информация объединяет аспекты знаков и выражений, отдельно охватываемые понятиями обозначения и расширения с одной стороны и коннотации и пониманием с другой. Клод Шеннон очень осторожно относился к слову «информация». Он считал, что различные авторы теории информации придавали разные значения. Вполне вероятно, что, по крайней мере, некоторые из них окажутся достаточно полезными в определенных областях применения, чтобы заслужить дальнейшее изучение и постоянное признание. Но вряд ли следует ожидать, что единая концепция информации удовлетворительно объяснит многочисленные возможные области применения этой общей области. Уивер поддержал трехсторонний анализ информации с точки зрения технических проблем, касающихся количественной оценки информации, семантических проблем, связанных со значением истины, и влиятельных проблем, касающихся воздействия и эффективности информации. Грегори Бейтсон определил информацию как различие, которое имеет значение. Согласно Лучано Флориди, 4 вида взаимосовместимых явлений обычно называют информацией. Информация о чем-либо, например, расписание поездов. Информация как нечто, например, ДНК или отпечатки пальцев. Информация для чего-либо, например, алгоритмы или инструкции. Информация в чем-либо, например, в шаблоне или ограничении. Слово «информация» обычно используется настолько метафорически или настолько абстрактно, что его значение остается неясным. Недавние творческие достижения, усилия в области вычислительной техники, такие как семантическая паутина, разработка онтологии, инженерия знаний и современный искусственный интеллект, предоставляют философии плодотворные идеи, новые развивающиеся предметные области, методологии и модели для философских исследований. В то время как информатика привносит новые возможности и вызовы в традиционные философские исследования и изменяет способы понимания философами основополагающих концепций философии, дальнейший значительный прогресс в информатике будет возможен только тогда, когда философия обеспечит прочные основы для таких областей, как биоинформатика, разработка программного обеспечения, инженерия знаний и онтологии. Классические темы философии, а именно разум, сознание, опыт, рассуждение, знание, истина, мораль и креативность, быстро становятся общими проблемами и объектами исследований в области компьютерных наук. По словам Лучано Флориди, можно придумать несколько способов применения вычислительных методов к философским вопросам. Концептуальные эксперименты, инновационное продолжение древней традиции мысленного эксперимента. В философии появилась тенденция применять схемы компьютерного моделирования к вопросам логики, эпистемологии, философии науки, философии биологии, философии сознания и так далее. Панкомпьютационализм с этой точки зрения вычислительные информационные концепции считаются настолько мощными, что при правильном уровне абстракции все в мире может быть смоделировано и представлено в виде вычислительной системы, и любой процесс может быть смоделирован вычислительно. Однако тогда встает трудная задача дать достоверные ответы на следующие два вопроса. Как можно избежать стирания всех различий между системами? Что означало бы для исследуемой системы не быть информационной системой или вычислительной системой, если вычисление это то же самое, что обработка информации? Философы, мыслители проводят философские исследования социальных и культурных аспектов информации, передаваемой электронным способом.